Мы легко можем ограничить просторы материальной реальности, но просторы интернета безграничны. Первое поколение интернета объединило людей. Протоколы HTTP и TCP/IP дали нам понять, что люди, которые живут на другой стороне Земли, точно такие же люди, как и мы. Протоколы связи помогают компьютерам понять, какую информацию рассматривать как текст, какую информацию рассматривать как картинку, а какую как видео. Первое поколение интернета, Web 1.0, было действительно децентрализованным, потому что вся информация хранилась не на серверах, а на конкретных компьютерах. Один компьютер связывался с другим компьютером и обменивался с ним информацией. С ростом передачи объемов данных появилась необходимость в хранении гигантских объемов информации. Хранение информации на одном компьютере имеет один недостаток. Если компьютер выключен, у вас нет доступа к информации. Обращение к данным породило потребность в хранении этих данных на компьютере, который бы работал 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Так появились серверы. Хранение данных на сервере, то есть на компьютере с жестким диском, который 24 часа в сутки подключен к интернету, стало первым шагом к централизации интернета. Изначально все компьютеры связывались с центральным сервером и скачивали информацию с сервера к себе на компьютер. Решение, когда компьютер связывается с сервером, перекачивает данные сервера обратно на компьютер, производит вычисление у себя на компьютере, очень громоздкое и неудобное. Появилось более простое решение. Браузеры производили все необходимые вычисления с данными на сервере, после чего отображали их вам на компьютер. Данные — это как энтропия, они только увеличиваются. Увеличение передачи данных привело не только к необходимости хранения огромных массивов информации, но также к необходимости найти необходимую нужную информацию среди огромного массива данных. Пользователям стало невыгодно хранить огромные массивы данных на своем компьютере, потому что нужно обеспечить место на жестком диске, постоянное подключение к электричеству и интернету. Появились компании, которые начали предлагать сервисы по хранению данных. Эти компании говорили: вместо того, чтобы занимать место на вашем жестком диске, платить за электричество и платить за интернет, храните свои данные на наших серверах. У нас стоят огромные жесткие диски, они подключены к интернету 24 часа на 7, они никогда не отключаются, и любой другой человек может получить доступ к этим данным в любой момент времени. Массовая перекачка информации с компьютеров на централизованные сервера предоставила отличную возможность для поиска информации. Очень удобно найти любую информацию, если вся информация хранится в одном месте. Рост популярности социальных сетей и интернет-магазинов привел к тому, что некоторые из сервисов стали создавать свои собственные сервера для хранения данных их клиентов. Так появились такие гиганты, как Google, Amazon и Facebook. Пользователи потеряли контроль над личными данными. Теперь их дата принадлежит цифровым корпорациям. Цифровые корпорации ради экономической прибыли готовы не только разглашать ваши личные данные, но также и скрывать от вас правду. Интересно, скроет ли эту информацию от вас YouTube? Но китайское правительство не блокирует YouTube на своей территории только на том основании, что YouTube цензурирует любые видео с протестов против китайского правительства. Так Web 2.0 поставил экономические интересы выше интересов личности. Хорошо, что у нас есть решение. Мы можем вернуть свои данные себе. Мы шагаем в Web 3.0. IPFS Interplanetary File System нашло отличное решение по децентрализованному хранению данных. Мы можем хранить данные распределенно. Вместо того, чтобы хранить фотографию целиком на одном сервере, IPFS предлагает разделить эту фотографию на много маленьких кусочков, каждый кусочек зашифровать и распределить эти кусочки по разным нодам IPFS. Даже если какая-то из нод является злоумышленником и попытается расшифровать информацию, которая хранится у нее на жестком диске, все, что они получат, это расшифрованный небольшой кусочек картинки. Они никогда не получат всю картинку целиком. В то же самое время пользователь, который загрузил свою фотографию в IPFS, всегда может собрать ее обратно на компьютере, используя хэш-ключ. Распределенное хранение информации не только спасает нас от цензуры, но также не дает третьей стороне использовать наши данные. Легко совершать поиск по данным, когда данные хранятся централизованно. Но что же делать, когда ваши данные хранятся распределенно на разных компьютерах? Как осуществить поиск по этим данным? Решение было найдено децентрализованным поисковиком Cyber.
Сайбер создал протокол и отдельный блокчейн, который занимается тем, что создает сайбер-ссылки. Все мы привыкли к гиперссылкам. Когда вы кликаете на гиперссылку, гиперссылка ведет вас на данные, которые находятся на сервере. Но тот человек, который контролирует сервер, может подменить эти данные. Как результат, кликая на ссылку, вы думаете, что вы получите один вид информации, в то время как кто-то подменил эту информацию, и вы получаете совсем не то, что искали. Самая большая проблема, когда вопрос касается общих человеческих знаний. Например, у нас идет с вами спор. Я говорю, трава красного цвета. Вы говорите, нет, трава зеленого цвета. Я говорю, трава красного цвета. Вы говорите, нет, зеленого. Я говорю, так, давай залезем на Википедию и посмотрим. Мы открываем Википедию и пишем, какого цвета трава. Если злоумышленник подделает данные на сервере и напишет «трава красного цвета», то Википедия отобразит нам данные с сервера, и мы увидим «трава красного цвета». Вы не поверите своим глазам. Вы подумаете, как так? Я считаю, что зеленая, но Википедия же говорит, что трава красного цвета. Кому мы должны верить? Собственному мнению или тому, что написано в Википедии? Сайбер позволяет создавать киберссылки, которые связывают поисковое слово и контент, а не ссылку и данные на сервере. Каждая киберссылка является связкой между двумя хэшами в IPFS. Грубо говоря, хэш — это такой указатель, который говорит, что там лежит именно то, что там лежит. И вы можете быть в этом уверены, потому что информация находится в блокчейне, и никто не может подменить эту информацию. Создание киберссылок и объединение их в граф знаний создает целое семантическое поле. Благодаря этому семантическому полю мы можем получать правдивые и доказуемые ответы на наши запросы. И ни у кого нет возможности подсунуть вам информацию ради личной экономической выгоды. Более того, вы можете загрузить туда любые данные, и никто не сможет их цензурировать. Web 3.0 подарит нам интернет, в котором нам больше не надо предоставлять электронную почту, номер телефона или любые иные личные данные. В то время как приложения из Web 2.0 обращаются к данным, которые хранятся на сервере, приложения Web 3.0 обращаются к данным, которые находятся в блокчейне. Это открывает перед нами целый мир децентрализованных приложений. Все, что вам нужно для работы с децентрализованным приложением, это иметь адрес в блокчейне. Этот адрес является вашим самоидентификатором. Никто не знает, кто стоит за этим адресом, но для того, чтобы пользоваться децентрализованным сервисом, все, что вам нужно, это иметь этот адрес. Если данные из Web 2.0 могут устареть, и со временем вы можете кликнуть по ссылке и вам напишут Error 404, то в Web 3.0 это невозможно. Данные, которые загружены в Web 3.0, будут храниться вечно. Конечно, эволюция интернета не остановится на третьем поколении, и мы еще увидим четвертое поколение интернета — нейронет. Интернет, в котором мы будем связаны друг с другом при помощи нейроинтерфейсов. Но об этом в следующем выпуске. С вами был Владимир Понимающий. Ждите наших следующих выпусков. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал Sexy BTC. Мы вернем себе свои данные. И как обычно, специальный бонус для тех, кто досмотрел наше видео до конца. Найдите в Telegram русскоязычное сообщество Сайбер и напишите туда, что вы посмотрели видео до конца и хотите вернуть свои данные себе. Подробности в описании.